Друзья, привет! В этом видео мы рассмотрим с вами модификацию Solar Flux Reborn на версии 1.12.2. Значит, эта модификация вводит солнечные панели, энергию от которых можно использовать в таких модификациях, как Applied Energetics, Draconic Evolution, Thermal Expansion, Ender EO и так далее. Значит, здесь достаточно много видов солнечных панелек. Вот в стандартной версии у нас от 1 до 8 уровня 8 панелей. Если у вас установлены какие-то еще дополнительные модификации, типа Tomcraft, Draconic Evolution Avarite и Black's Hole Storage, то у вас появится еще несколько видов панелей. Значит, давайте их рассмотрим по порядку. Самая базовая панелька — это солнечная панель 1 уровня. Она генерит 1 единицу FE энергии в тик, передает ее со скоростью 8 единиц в тик и имеет внутреннюю емкость 25 тысяч FE. Вот так вот у нас выглядит внутренний инвентарь. Здесь несколько слотов для улучшений. Здесь у нас для зарядки слот. Здесь у нас значит, шкала освещения. То есть днем у нас она будет на максимуме. В ночное время на нуле. Соответственно, на рассвете и на закате будет у нас, соответственно, увеличиваться от нуля до максимального значения и наоборот убывать. Здесь у нас шкала внутреннего хранилища. Крафтится панелька 1 уровня достаточно легко. Здесь у нас, соответственно, доски, редстоун и такое вот зеркало. Делается оно из стекла и железного слитка. Далее, значит, 2 уровень. Здесь уже будет 8 единиц стик генерить. Следующий уровень 32, 128, 512, 2048 и, значит, 8192. И, наконец, 32 768. Самый максимальный уровень в стандартной версии этой модификации. Причем для самых максимальных панелек из этой модификации в стандартной сборке вам потребуется драконье дыхание и яйцо дракона. Поэтому я рекомендую все-таки ориентироваться на панельки 6 уровня, потому что не требуют каких-то специфических предметов в своем крафте. Вот, используются те же самые зеркала, панельки предыдущего уровня, а также вот такие вот фотоэлектрические ячейки по возрастанию. Вот такие вот крафты. То есть даже 6 уровень, на самом деле, это уже большой выход энергии. Несколько штук поставили. Плюс ко всему прочему, здесь еще есть такие вот улучшения. Давайте сейчас рассмотрим еще, какие панельки добавляются в дополнительных модификациях. Потом перейдем к рассмотрению улучшений. Значит, если у вас установлен Tomcraft, то вам будут доступны еще такие вот алхимическая солнечная панель, латунная солнечная панель, солнечная панель из таумиума, солнечная панель из пустотного металла. Если у вас установлена модификация Draconic Evolution, вам будет доступна солнечная панель Виверны, солнечная панель Дракона, солнечная панель Хаоса. Если у вас установлена модификация Avarite, вам будет доступна нейтроновая солнечная панель и также солнечная панель Бесконечности. Просто посмотрите, какое безумное количество энергии у нас генерит панелька, если у вас установлена Avarite. Далее давайте перейдем к рассмотрению улучшений. Значит, их всего получается у нас несколько штук. Вот, как видите, некоторые улучшения можно ставить по несколько штук, некоторые у нас ставятся по одному. Так, давайте все их подробно рассмотрим. Значит, первое улучшение — это эффективность. Максимально можно в солнечную панельку в любую поставить 20 штук таких вот улучшений. Если мы ставим все 20 штук, то производство у нас увеличивается в 2 раза. Вот, допустим, единицу так производит, если мы ставим 20 улучшений, соответственно, получаем уже 2 единицы в тик. Здесь тоже видим, да, что у нас генерится вот столько, если мы ставим максимально, в 2 раза больше. Особенно это выгодно, такие улучшения ставить именно на панельке высокого уровня, потому что по крафту на самом деле они тоже затратные, да. Поэтому на какие-то панельки, там, допустим, 1-2 уровня, я их ставить не рекомендую. То есть лучше сделать там, допустим, 3, 4, далее уровни, там уже ставить такие улучшения эффективности. Так, следующее, значит, улучшение — это улучшение скорости передачи. Они увеличивают скорость передачи энергии. Дело в том, что вы, допустим, захотите собрать себе какую-то систему из таких панелей, видите, что они соединяются вот так вот, да. Давайте, допустим, возьмем такой вот блок. Из Ender EO конденсаторов ставим и видим, что у нас сюда передается, да, вот такая вот скорость, 8, соответственно, единиц тик. Давайте попробуем сюда поставить улучшение скорости передачи. Видим, что у нас стала энергия поступать быстрее. Еще есть один нюанс, то что, допустим, если у вас разного уровня есть панельки, допустим, вот мы возьмем 1 и 2, да, и соединим вот таким вот образом, то вот этой панельки у нас скорость передачи ниже, чем вот этой. То есть такое соединение делать не рекомендуется. То есть если у вас здесь вот потребитель, то лучше ставить наоборот, более высокого уровня ближе, потому что у них скорость передачи больше. Иначе в противном случае у вас энергия будет забиваться в какой-нибудь из панельки. Так, далее, значит, улучшения у нас идут емкости. Тоже, соответственно, в 2 раза увеличивают емкость. Вот мы видим, что стандартная емкость 25 тысяч. Если ставим максимум 10 таких вот улучшений, получаем 50 тысяч. Тоже удобно, если вы хотите здесь, соответственно, какую-то энергию хранить, да, и потом в это окошко класть какие-то предметы для зарядки. Так, следующее улучшение — это распределение по машинам. Если мы, допустим, поставим какие-то... Давайте будем использовать печки, например. Такие вот простые печки из Ender EO. Ставим рядом, да, у нас вот пошло запитывание энергии. Ставим через блок, здесь уже энергия не передается.
ставим здесь, соответственно, тоже энергия не поступает. Если же мы хотим, чтобы в эти механизмы энергия поступала, мы ставим вот такое вот улучшение распределения по, соответственно, машинам. Вот, ну давайте, чтобы эффективнее это продемонстрировать, я буду вот эту панельку мощную использовать. Давайте здесь поставим. Так, улучшение, соответственно. Вот, ставим сюда. Видим, у нас сюда энергия тоже передается, да? Сюда ставим, тоже передается. И по идее до 5, соответственно, механизмов оно будет поддерживать. Сюда еще передается, в этот механизм уже нет. То есть в радиусе 5 блоков у нас механизм будет запитываться, которые вот так вот соединены в какую-то систему, то есть вплотную. Очень удобно, если у вас там какая-то система из блоков стоит, например, из механизмов, может быть конденсаторы и так далее. Так, следующее улучшение. Давайте посмотрим на печь. Значит, печь это уже для передачи энергии, в какими печки, например, звонила. Ставим такую печку. Но только с первым-вторым уровнем у вас вряд ли получится нормально, эффективно запитать печку. Лучше брать хотя бы 3-й уровень. Ставим такой 3-й уровень. В него ставим улучшение. И теперь у нас печка сможет работать. Так, это не та печка, прошу прощения. Давайте вот эту поставим. Берем какое-нибудь топливо, точнее какой-нибудь ресурс, который мы хотим пожарить. Все, видим, да, что у нас пошла передача энергии. То есть только с помощью такого вот улучшения мы можем, соответственно, энергию передавать к какой-нибудь обычной печке. Так вот, видим, у нас печка работает. Здорово. Так, дальше. Значит, у нас еще остались улучшения зарядка блоков. Здесь следующая механика. Ставим такую, например, панельку. И вот где-нибудь в радиусе там 16 блоков стоит какой-нибудь потребитель. Ну, допустим, какой-нибудь вибрирующий блок конденсаторов, да, там. Какое-нибудь хранилище энергии. Значит, чтобы соединить панельку и вот этот вот блок, вам потребуется вот такое вот улучшение. Shift правый клик. Вот такой вот звук мы услышали, да. Правый клик, и мы поставим сюда улучшение. Все, энергия отсюда передается вот сюда. Такой вот получается тоже способ дистанционной передачи энергии. В радиусе 16 блоков, соответственно, мы можем какой-то механизм, какое-то хранилище запитывать. Очень удобно тоже. Так, ну и наконец, пожалуй, мое самое любимое улучшение — это рассеивание. Значит, давайте какую-то более эффективную панельку поставлю. Вот, например, вот эту. Ставлю сюда улучшение рассеивания. И теперь в радиусе, опять же, 16 блоков у нас в инвентарях игроков будет заряжаться предметы, которые, соответственно, на RF-энергии работают. Например, можно взять какой-нибудь посох путешествия из, соответственно, Ender IO. Вот видите, он у меня заряжается. Все, зарядился. Ну, то есть в радиусе 16 блоков он будет заряжаться. Вот здесь уже, наверное, не будет, да, далеко. Если мы приблизимся там поближе, все, вот у нас пошла зарядка. То есть очень удобно такую панельку на базе у себя поставить такое улучшение, бегаете, занимаетесь своими делами, и, соответственно, у вас вещи внутри инвентаря заряжаются. Я также заряжаю, например, драконьевую броню, да, из Draconic Evolution, там, какие-то инструменты из драконика и так далее. Очень удобно, рекомендую. Так, еще вот у нас остались такие вот 3 кабеля. Это уже дополнение Cable Flux к этому моду от того же разработчика. Здесь просто есть 3 кабеля для того, чтобы по кабелям передавать энергию, если у вас, например, не установлены какие-то другие модификации. Естественно, вот эти все солнечные панели поддерживают трубы энергетические из Ender IO, из Thermal Expansion и так далее. Но также есть, если можно добавить такую вот модификацию, Cable Flux. Вот эта труба переносит 320 FEF-тик, вот это 3200, это, соответственно, 32 тысячи. Вот такие вот, соответственно, провода. Вот, например, ставим такую вот панельку, да. Возьмем сейчас какой-нибудь блок конденсаторов, устанавливаем. Так, и, соответственно, ну тут у нас запитка, видимо, от этих идет. Давайте куда-нибудь подальше поставлю. Все, вот здесь вот можем взять, соответственно, раз, проводами соединили, и пошла энергия. Можно такие вот провода использовать. Вот. Ну и на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.